Всем привет-привет! Привет, дорогие подписчики, гости канала «Цветок за ухом». Новый год, праздничный период, подарки, цветы и вдруг цветок за ухом. Хотя цветок за ухом у него есть такой пост не один. Зачем он это сделал? Это же не случайно. В Корее же вроде есть смысл. Вот вы об этом, да? Ну, буду доставать, буду разговаривать и доставать карты. Потом буду рассказывать. Так, есть ли в этом какой-то смысл? Карты, конечно, вышли со смыслом. В этом есть, естественно, какой-то смысл. Понятное дело. Вот эта карта принятия и благодарности за, ну, например, за что-то. И я подведу плавно к тому, что цветочек-то с букетов, которые, ну, я уже говорю об этом, цветочек из букета, которые подарили Тэхиону. Все, что было, не зря, понимаете, да? Это форма, это имеет что-то форму. Вход куда-то, к примеру. Или процесса. То есть, например, если мы возьмем, так порассуждаем, то эта карта может говорить, он доволен, что получил такое количество огромное подарков, цветов. Все, что было, было не зря. Карта какого-то процесса и завершения, подведения итогов. Вот в тему, в общем, этого цветочка, этих букетов. Понимаете, о чем карты, да? Принятие, в общем, да, ну, он прямо не говорит о том, хотя он, естественно, там написал, что он рад подаркам, но в любом случае тишина, принятие и шаг в неизвестность. Зрелый ход в что-то новое, или, например, сюжет, посыл, или, например, ожидание, там, ждал этих подарков, потом поделился этим. Так откуда же такое ощущение, например, что этот цветок что-то значит? Очень популярная тема, что касаемо кей-поп и дорам, я сразу скажу, визуальная такая символика. Все выросли на этих дорамах, цветы, романтика, в клипах цветок, в кадре это нежность. В фотосессиях цветок за ухом это мягкий вайб, весна, я милый там или я милая, в общем, да, это же не только у мальчиков, там и у девочек. Красивая эстетика момента, в общем, тема этого. И мозг автоматически, в общем, вырисовывает какие-то картины. Ну, например, романтика, значит, отношения, понимаете, в тему этих цветочков. Но в реальной жизни, я скажу, у корейцев, особенно у публичных людей, цветок за ухом чаще стиль, настроение, а не заявление. Ну, в принципе, такая статистика. Я не заявляю стопроцентно об этом, да, но, в общем, говорю, что это ближе к настроению. Все-таки дорамы, кей-поп, визуальная символика, настроение, в общем, посмотрим, какие карты выйдут вот, в тему этого. Восьмерка пентаклей вышла карта. Вот, восьмерка пентаклей, четверка жезлов. Вы знаете, здесь как бы можно сказать, вот эта карта точно настроений. Здесь, например, может быть визуальная символика. Посмотрите, прям символика. Так, карта, знаете, четко к символике. А здесь, например, может быть восьмерка пентаклей дорамы, может быть тема этого. Естественно, вот если даже посмотрите на карту, на вот эту карту, вот карта. Посмотрите на эту карту внимательно, да? Это удовлетворение. Ну, карта вообще восьмерка пентаклей, это карта, как я и говорила, процесса. И, кстати, она прям на эту карту, да, это же центральная карта, это тоже центральная карта пентаклей. Это тоже о каком-то процессе, о работе проделанной. Восьмерка пентаклей, это карта труда, вот. Но самое главное, знаете, какого труда? Это вложить в душу, в этот продукт, в общем, понимаете, да? Это реально карта, ну, я бы сказала, там, вот эти карты импульса, жезлы, такого, знаете, движения, проявить что-то. И вот, например, как я и говорила, да, это такое
эмоциональное удовлетворение, понимаете? Эстетическое состояние, блин, в общем, да, я герой, я вот достиг таких результатов. О, достиг таких результатов. Но в этой карте, знаете, удовольствие, реальная карта, это же с физическим связано, да? Вот. А, естественно, в этой карте, в общем, знак статуса, статус есть какой-то, да. Вот. Это не послание кому-то, потому что карта, она, да, конечно, в ней, я же говорю, восьмерки Пентаклей, что карта явно партнерство. И, например, партнерство, но это же не обязательно, что, допустим, там, с Чонгуком. Давайте говорить об этом объективно, да. Это вообще карта партнерства. И, например, может быть в тему того, что вот он получил же эти цветы от партнеров, понимаете, да, о проделанной какой-то работе, в общем. Вот так. А теперь о мифе, да, давайте сначала такие, мы оракул, в общем, миф, который ходит по соцсетям, ТикТоке вообще, да ну не только в ТикТоке, полным-полно где. В фан-обсуждениях, в общем, пишут, что в Корее, если цветок за ухом, значит занят в отношениях. Ну, поголовно все, когда увидели в такие за ухом, да, на этот цветочек. В общем, в комментариях полным-полно только об этом и пишут. Но по факту вот в Корее нет такого вообще принятого правила. Это не культурный код статуса, в общем, да, ну, скажем, так сказать, как многие там, ну, пытаются подать. Ну, в принципе, мы тоже так и говорим, да, вот цветочек, да, это же сразу такой романтический посыл, понимаете. И, например, но в любом случае вы должны понимать, да, или мы сейчас, давайте так, не понимать, а мы сейчас вот анализируем ваши ощущения, что это значит вообще, да, ну, к примеру. Праздничная карта, посмотрите на нее внимательно, да, три чела, похоже там на тройку чаш, может на тройку пентаклей, там свечки у них там вот, видите, видно огонек, горят, в общем, реально празднование, легкость, смех, тепло, ну они улыбаются, если мы посмотрим, да, люди окружают. Здесь сейчас, в общем, да, вот подарили эти подарки, если мы к букетам, к этим. И на будущее, как бы, да, говорят о том, что ты для нас важен, в общем. Я бы поспорила, ну, с логикой, потому что карта это, как, знаете, прям как традиция какая-то, да. Но это точно ритуала карта. Вот если мы посмотрим, она там накрыта этим, видите, вот красненьким, она говорит о ритуале, да. Это карта цикла своего рода и смены каких-то циклов. И может быть карта говорит, что постоянно ведет какую-то работу в течение какого-то времени. Понимаете, да? Ритуал, обряды, ну вот снимается там для рекламы, в общем, да, какие-то образы у него. И, кстати, еще и красное, да, он же любит это красное. Это цикла своего рода, да, судьбоносный момент, осознание, что вот как бы провел работу какую-то, в общем, да, и получил награду, празднование. В общем, здесь как бы внутренняя какая-то настройка, проживание радости, переход в новый этап. То есть они там поздравили, и как бы на следующий год, в общем, еще будет проводиться работа цикла, и будут еще поздравлять. Это же не просто так. Например, вот знаете, если даже логически, в общем, согласитесь, что это не просто так, на 100%. Смысл явно есть какой-то в этом. Если уж цветочек там появился, то уж точно есть какой-то смысл. Смысл, в общем, я уже сказала, да, здесь и логически разобрать, читайте, кстати, под видео, там напишу чего-то. Тепло, хорошо, вот такие карты очень хорошие ему выходят, приятно, в общем, и не прячет он, и показать вот на людях, сохранить этот момент, в общем, запечатлил, да. Это, в общем, знаете, не доказать, что там у меня кто-то есть. Это чистая, ну, эмоциональная составляющая, в общем, его, да. Права или не права.
И карта вышла император. Вот видите, здесь тоже такая карта своего рода обряда, там мы тоже люди. И сюда же вышла такая карта император. Тоже, видите, вот окружение людей, в общем, и показать, эта карта не романтики, император, это чисто показать, возможно, свою работу. Почему именно сейчас и такой цветок, в общем, да, по фото видно, что цветок очень похож на цветы из букетов, которые были в подарках. И там, в общем, не один букет, ну, в основном они красные, но вообще-то разные стили, там, открытки, отметки брендов, в общем, но там же есть и беленькие цветочки, да. Это выглядит как обычный праздничный поток подарков, вот именно то, что он давал, демонстрация, да, от Айдела, в общем, бренды, команды, партнеры, окружение. Вот, ему подарили цветы, один понравился, он машинально вытащил, ставил ухо, получилось мило, в общем, для фото, ну, скажем так. Знаете, тут как бы если взять описание карт, то можно больше как бы, ну не больше, а так как вот центральная карта, можно только сфокусироваться на эмоциональном состоянии. Карта эмоций вышла восьмерка чаш, ну скажем так. Но я смотрю в целом на картину и, в общем, что мне приходит сразу, то есть мы смотрим, девушка все-таки выбирает из чаш, которые там, вот видите, какой-то транспорт стоит, двери у нее открыты, она готова выйти, ее ждет транспорт. Взяла, например, если мы берем это фото, возможно, он как раз был на выходе, точно так же, и выбирал, какой цветочек взять, вот чисто на эмоциях, знаете, выбрал цветочек, в общем, все-таки чаши, это же материальное там что-то, на столе, видите, они стоят, выбрал там чашу и одну, выбрал какой-то цветочек, и, в общем, эта карта у нас мечи, это как раз и дал это в социум. Может быть, сидел в это время за компьютером где-то там дома, размышлял, выбирал какие, кстати, выбрать фото там, допустим, выбирал эти фото, выбирал, что выгрузить, и это сделал, да. Но то, что выбрал, я так вот смотрю на это, то, что выбрал, например, выбрал, потом быстро взял, например, и сделал фото. Что-то было старое, например, вот по тройке жезлов, ну не только старое, да, и свежее, и старое, но было уже готово. А что-то сделал быстро, да, что касаемо фотографии. И это да, вот я так вижу из этих карт. Не трогая, ну, например, энергетику, а чисто вот, например, действие. Еще хочу сказать, например, что ну, не все даже девушки делают такие вещи, и об этом тоже там я читаю комментарии, помимо того, что вы присылаете вопросы, я потом, если какие-то ссылки там даете, ну, вообще было бы правильно, когда вы присылаете вопросы, естественно, чтобы мне легче облегчить мою работу, вы можете присылать, вообще в идеале это бы делать, да, какие-то ссылки на какое-то видео там или в какие-то платформы, или, допустим, даже можно комментарии какие-то присылать. Вот сделали скриншот и прислали, да, или, допустим, также фотографии там и так далее. Это облегчает, намного облегчает работу, потому что один момент просто задать вопрос картам Таро и прочитать их энергетику, например, да, озвучить вам. С другой стороны, например, если в этом покопаться, прийти к какому-то логическому завершению, к финальному завершению, с каким-то таким особенным толкованием, чтобы была ситуация более-менее понятна, зачем это сделано и в каких целях, понимаете я о чем, да? И вот, ну, не все даже девушки так делают, пишут, и это правда на самом деле, но вот как раз поэтому это и работает как момент. Понимаете, иногда мужчины делают такие вещи именно потому, что не думают, ой, а что подумают. Это чисто на эмоции, понимаете, да? Не как знак из тех карт, даже которые мы достаем. Конечно, я могла бы немножко поспорить с чем-то там, да, потому что такие карты намекают, вот и выходили. Вот, кстати, карта, где она у нас там вышла,
Она намекает вот и здесь на какое-то количество людей, и здесь, в общем, на партнерство. И тут можно было бы поспорить. Если бы это был намек на отношения, давайте там какие-то карты, не знаю, даже я то за эти, в общем, тогда больше бы было, ну, например, повторяющихся символов, подписи с явным намеком, парные вещи. Но мы-то это тоже разбираем, парные вещи, да? Зеркальные истории с одинаковыми местами, детали, в общем, или наоборот максимально аккуратная подача. А тут уж, в общем, с этим цветком, тем более этот цветок, он есть реально, я подняла и посмотрела то, что он выгрузил, там реально этот цветок был. И, естественно, в общем, этот жест, ну, это мое чисто мнение, да, возможно, вы скажете, там нет такого цветка, куда ты смотришь. Цветок за ухом, да, естественно, безусловно, смысл. Но смысл не обязательно романтический, носит там чисто романтический подтекст. Хотя, в общем, визуально выглядит романтически. Естественно, такое мягкое настроение, приятно, благодарен, счастлив, в общем, понятно, это прослеживается, да? Вот. Но больше цепляет, когда, естественно, вот особенно нас, вегукеров, когда момент идет, в общем, что касаемо вегуков и их взаимоотношений. Так, а мы спросим, вообще, есть ли романтический в этом подтекст, ну, в сторону Чунгука, например, да, я уже прям достала карту, еще не назвала, но я об этом уже наперед думаю. Family вышла карта. Ну, блин, ну вообще, вот, понимаете, интуиция не покидала меня вот недаром же я разворошила и говорю, вот смотрите, все-таки, говорю, может это прослеживаться. Красиво, ну, например, давайте так, красиво смотрится, но без интима, в общем, да. Ну, например, скажем, без интимной глубины личного признания. Это, например, family здесь, ну, например, можно было бы сказать объективно, ну, это же не пара чисто вот пара, а больше, мол, типа семья, вот принадлежность, безопасность, ну, например, свой круг, люди, где я защищен, там, где меня принимают без условий. Но все-таки вышла family, и мы спросили по поводу Чунгука, понимаете, да? Это карта, ну, например, защиты чего-то своего. И не выносить как бы особо, не заявлять о чем-то личном как бы наружу. Понимаете? Ну, может быть так. В этой колоде есть, конечно, такие романтические карты, ну, чтобы могли там намекнуть на романтику, чисто на романтику, да, вот. Ну, вот, например, эта карта могла бы намекнуть. Ну, здесь тоже как бы семья своего рода, да, эта карта могла намекнуть бы на это. Вот, даже вот это могла быть карта намекнуть. Вот чисто бы вышла, да? Понимаете, карта. Так, а я тогда еще достану сюда карту. Если бы как бы чисто вот про романтику и про интим, вот это бы, она здесь бы, естественно, не вышла. Понимаете, да? Ну, все-таки Чунгук, да, романтика. Ну, карты вышли. Раз уж вышли такие карты, здесь можно сказать о том, что, например, вообще карты вышли уйти от старого какого-то формата. Ну, например, что касаемо этого фото, да, и цветок за ухом. Да, конечно, визуал есть, и осознание, и импульс есть, да, вот карта импульсов. Но, знаете, ну, скажем так, мне что откликается, то я и делаю, в общем, в этих картах. И никуда, и ни к чему, и никому я это не веду. Хотя мне очень вот понравилось это, но вот в этой карте есть, естественно, намек и демонстрация на что-то. И я хочу сказать, в любом случае, я все-таки возьму интуицию свою и скажу, все-таки недаром карта в сторону Чунгука, family, вышла семья. И есть, естественно, он знает о
том, что говорят об этом, да, они смотрят дорамы, читают, в общем, и так далее. И, понятное дело, он знает, что если цветок за уши, это, ну, во-первых, эмоционально, понятное дело, но, во-вторых, это может быть еще какой-то подтекст. И, возможно, потому что карты все-таки мысли вышли, и, возможно, и намеков, да, и, возможно, все-таки какие-то намеки с его стороны есть в эту сторону. Но больше, скажем так, да, вот если бы не эта карта, больше все-таки чисто, в общем, показать, да, вот, что он очень доволен тем, что на самом деле у него происходит. Возможно, здесь и может быть и подтекст. Что касаемо вот Чунгука, в общем, да, еще тут накрыла такая карта. Вот тут такие карты вообще, вот видите, да. Но, а также и демонстрация, ну, например, своего состояния в данный момент. Что получил вот много подарков, счастлив, отработал целый год, его там отблагодарили, в общем, и карт много порыва вышло, чисто, в общем, под этим. Чисто в этом состоянии, в общем, он это сделал. Но, естественно, как бы карта таких не вышло манипуляций каких-то, ну, например, с его стороны, чтобы, например, можно было сказать о том, что он манипулирует толпой какой-то там, ну, например, каким-то движением там, тайкук и так далее, чисто в этом, чтобы он выгрузил, чисто намекал на кого-то, понимаете, да? Возможно, да, как вариант, и мы задали вопрос еще дополнительно, да, в сторону Чунгука, и вышла карта Фэмили, есть такое. Без сомнений. Но больше преимущество карты чисто его состояние в данный момент. И вот импульс, карты очень много импульсов вышло, да, вот чисто под восприятием, чисто под настроение, вот чисто под настроение сделал так, в общем, понимаете, да. Но это мы не исключаем. А также, в общем, и статусы, настроение, и эмоции. Всех люблю и всем пока, до следующих видео.